Я думаю, братцы, что-то в конструкции надо менять. Неудобно им кушать. Хотя мы верхнюю крышку поднять, но это 2 белки из 10. А эти вот так вот залазят. Хотя, может, они так кайфуют по-своему. Всем привет, дорогие друзья, дорогие подруги, здрасте, бритье. Сегодня, сегодня у нас необычное бритье, необычное по нескольким позициям. Первое, у нас сегодня будет косорез наш российский. Я хочу специально сделать сегодня с ним бритье, потому что как раз на прошлое бритье у нас были гиганты от буржуев, это Меркур и Розарак. И хочу сегодня поставить нашего аборигена, который уже не первый год на просторах нашей Российской Федерации, ну и бывших союзных республик. Первый ли это станок в СССР? Я не знаю. Возможно, в СССР еще выпускались такие станки. Но то, что он известен, и то, что он на слуху, это несомненно. Плюс у нас сегодня будет достаточно необычное мыло. Плюс у нас сегодня будет интересный помазок. Ну и тут еще дофига чего будет интересного. Поэтому вы на крупный план. Смотрите все поподробнее и догоняйте. А я начинаю. Это наши потенциальные участники обзора. Начнем, пожалуй, с Днепра. Тем более, что он уже давным-давно не новичок на канале. Итак, бритвенный аппарат Днепр. В данном случае Днепр 3. Коробочка. Ну, в предыдущих обзорах все уже, что можно было, я думаю, о ней уже было рассказано. Днепропетровск 34, цена 2 рубля. Коробочка вот такая простая, Днепр 3. Но тут включается такая оказия, что вот в таких коробочках вы можете еще встретить и экземпляр с прямой гардой. Я имею в виду, что если вот прям сегодня начнете искать по ссылкам Днепр 3, то все, что вы сможете обнаружить, это чуть-чуть похожий станок, но он не косорез с прямой гардой, такой вы уже не найдете. Сегодня, ребята, произойдет в некоторой степени алаверды. Почему? Потому что в бытность свою, сколько там, наверное, года 2-3 назад, может быть больше, когда я попробовал вот этот косорез Днепр, он мне чрезвычайно не понравился своей мягкостью. И все это я вот как чувствовал, так я вот в своем первом обзоре о нем и рассказал. Да, он для меня мягкий, да, приходилось мне шкрябать, но, посмотрев этот обзор, Александр Тернавский написал свою статью на Першем Украинском, и после того, как я прочел эту статью... кстати, в этой статье он говорит, что, насмотревшись мое видео, он решил проверить сам. И да, проверил, там приключилась даже небольшая история, как он доставал этот станок, потому что где попало его тоже не возьмешь, сейчас его практически уже нет. Но, прочтя его статью, теперь с моей стороны получается алаверды. Почему? А я вам сейчас покажу. Забегая вперед, хочу сказать, что Александру Тернавскому этот станок чрезвычайно понравился. Так вот, трехсоставной. Для тех, кто не видел первый обзор, ручка простая. Пластик, силумин, резьба, чуть-чуть металла. Так, сделаем покрупнее. Все сначала. Дежавю. Пластик, силумин, резьба. Ничего такого, казалось бы, примечательного. Верхняя, нижняя плита. То же самое литье, тот же самый силумин. Верхняя плита. Вот такие бомбышечки. Остатки хрома. Ну, как остатки, это я грубо, конечно, сказал, потому что на самом-то деле посмотреть тут вполне себе еще прилично этого хрома много. Нижняя плита. Вот здесь он, конечно, уже изрядно уже поистрепался. Но во всем остальном, учитывая его годы, достаточно еще бодр и весел. Лезвие. Лезвие решил поставить с прошлого обзора, когда мы рассматривали с вами семейство 37-х международное, чтобы, знаете, как-то, ну, хоть чуть-чуть как-то приблизить это сравнение. Потому что German Slant и Merkur 37, то, как они себя показали на этом лезвии, я уже запомнил. И сейчас по свежачку хочу прогнать еще раз, но наш Днепр 3. Почему же я в прошлом видео анонсировал, что это не 37-й слант, это другое. Это я раздавал авансы, объясню за что. Сам не допер, грешен. Но, прочтя статью Александра, я понял, что он нашел в этом станке ту фишку, которой производители прошлого века, делая станки, зачастую страдали. То есть они изначально закладывали, ну как страдали в кавычках, они изначально закладывали это в конструктив станка, и по сути они из обычной тэшки делали регулируемый станок.
Смотрите, в чем фишка. Вот видите геометрию, давайте я вам сейчас покрупнее сделаю. И если мы сейчас возьмем и начнем ручку откручивать, так, как бы мне так удобнее взять, чтобы и вам было видно и елку не поцарапать. Так вот, смотрите, вот вначале посмотрели, да, вот как лежит лезвие. Ухи, да, выпирают, маленько выпирают, но тут я ничего страшного не вижу совершенно. Так, тут, скорее всего, 39,5 длина головы. Так вот, о конструктиве. Надо было метку поставить, но не захотел царапать. Можно откручивать ручку, не причиняя особого вреда фиксации лезвия. То есть геометрия устроена так, что вы ручку отпускаете, изгиб лезвия меняется, но оно все еще хорошо фиксируется станком. То есть в этом положении вы все еще можете бриться. Так вот, смотрите, вот, пошло. Раз, вот по этому ребру я ориентируюсь. Тынь-тынь-тынь-тынь-тынь. Галя моя, Галя. Ну, склонен согласиться. Александр в своей статье говорит, что отворачивая ручку, вы можете рассчитывать где-то примерно на 220 градусов. На 360 я бы не стал, потому что она тут хоба и уже легонько пошла, и видите, уже все. Тут оно вертится во все стороны. А вот если ее сейчас я вот закручу, чтобы она не вертелась, вот так вот уже она не крутится, вот. И попробую докрутить. Ну, тут, если вы рисковый мужик, то возможно даже еще и больше, чем 220 градусов. Но 220 это будет комфортно. Так вот, этого я не знал при первом своем обзоре, а теперь знаю и хочу вот это алаверды и провернуть. То есть на чем, как обычно, вот как я закрутил до конца, и в этом положении он был для меня мягкий. А теперь, если будем отпускать вот так потихонечку, то тем самым мы будем изменять геометрию изгиба лезвия, и этим мы можем играться агрессивностью, комфортом, эффективностью. Вот и посмотрим, что у нас из всего этого получится. Ну и, пользуясь случаем, хочу передать привет Александру Тернавскому, потому что учиться никогда не поздно. Если бы не его статья, да фиг бы его знает, допер бы я вот до этого или нет. И еще раз хочу, ребята, повторить, на нынешних станках я такого не встречал. Если кто знает на современных, скажите. А вот на старинных прошлого столетия такое встречалось зачастую. И даже был разговор о том, что первый регулируемый станок был не ха-ха-ха, а вот именно вот используя вот такую технологию. Все, мыло. Замыло, хлопцы, я вам даже не знаю, что сказать. Это фирма Гипс, французская, это 50-е, нет, 40-е, 50-е, 60-е года прошлого столетия. Мыло это появилось на канале благодаря Константину, канала Razor Sharp. И что из него будет, ну это стик, как вы уже поняли, я не знаю. Посмотрите, в каком оно состоянии. То есть упаковка нарушена, мыло столько лет пролежавшее вот так вот на свежем воздухе, что с этим будет, я хз. Но вот сегодня все вместе с вами это все и будем проверять. Если кто-то после этого обзора бросится и захочет найти все это, не думаю, что вы найдете, ребята. Насколько я понимаю, вот это все давным-давно уже прекратило существование. Но давно я ждал случая запустить этот стик, но вот сейчас, видимо, он и представился. Ну и на тот случай, если все-таки эта красота не сработает, у меня тут есть золотой парашют в виде English Rose Wolfix Old Original Luxury Shaving Cream. Ребята, так, кому состав интересно, давайте сейчас покажу. Вот. Так вот, ребят, вот все, что здесь написано на этой этикетке, это святая правда. Luxury Shaving Cream. Люксовый крем для бритья. Он на самом деле такой люксовый, что вот мне не стыдно его было любимой отдать. Вот за все то время, посмотрите, что от него осталось. Только не говорите, что я его на обзор взял, а то мне точно будет кирдык. Бубенцы по ветру пустят нафиг, она им очень дорожит. Смысл. Если вы вдруг захотите вашей любимой женщине сделать подарок, ребята, найдите это, купите и подарите. Она будет просто счастлива, потому что запах бомба, эксплуатация бомба, пена бомба, скольжение бомба, да тут все, мать его, бомба. Вот это на самом деле просто одна большая здоровая красная
бомба. Или розовая какая? Розовая, да. Пускай будет розовая бомба. Великолепная штука, обалденная штука. И вот сегодня, если Гибсона подкачает дедушка, ну вот этой-то штукой мы точно не подкачает, все будет нормально. Полировка. Хотя какая полировка? Помазок. Помазок сегодня это то, что я вот все еще испытываю в качестве прототипа. Что потом будет, я обязательно покажу, расскажу. Но если получится, то это будет просто обалдеть. Сейчас я просто кайфую, когда держу его в руках, кайфую, когда на него смотрю, кайфую, когда провожу рукой, кайфую, когда бреюсь. И вот смотрю, что будет. Кончится этот кайф, не кончится. Ну, подлец. Вы смотрите, как он играет, да, как шиншилла. Вот так. Не просто тормозит волос, а еще вот так вот колышется, подлюка. Вот он. Короче, вот этой штукой сегодня и побреемся. На это не обращайте внимания. Это просто надо было понять, что тут как будет. Помазок. А вот теперь полировка. Old Spice. Старый добрый мой мозг. Все тяжелее и тяжелее стало доставать такие вещи, потому что где-то они подорожали, где-то они закрылись нафиг. Вот сейчас большинство ребят с eBay, где он продается, почему он не продается на Али, не знаю. Может, потому что это индусы. Но на eBay вся эта лавочка закрылась. У кого до конца мая, у кого до начала июня, у кого до середины лета. Короче, нету там ничего сейчас. Но, тем не менее, для меня вот Old Spice настоящий, индийский, не суть то важно, там лимонный, муск или оригинал, какой вы там найдете, какой вам понравится. Он все еще в большем фаворе, чем тот, который мы можем пойти спокойно купить в магазине. Может быть, это плацебо, может быть, я себе что-то надумал, ну фиг его знает. Вот к этому у меня пиетета гораздо больше, чем к тому, что продается во всех остальных конторах. Все, на этом все, пошли бриться. Хорошо. Пока сидел на компрессе, две вещи пришли в голову. Во-первых, на самом деле интересно, будет, не будет работать. Это мы сейчас проверим. А второе, несмотря на то, что я говорил на крупном плане, что не стал чиркать на косорезе, ну, чтобы понимать, куда, что, как, я все-таки взял фломастер и провел черту. Ну, чтобы хоть какое-то представление было о том, что, ну, что там, куда там, как там. Ну вот, когда отворачивать, это должно помочь. Ну давайте проверим первое. Запах. Это не тот запах, к которому мы все привыкли. Это, знаете, это помесь банного и мыльно-пузырного. Для меня лично чертовски приятно. Интересно. Не совсем представляю, сколько там, 60 лет назад или даже больше, люди этим пользовались, потому что, ну, как-то держать же надо было. Но как-то люди держали. У нас-то сейчас это маленечко по-другому все организовано. Хотя фольга шибко-то не изменилась. Помазок просто намочил. Просто чуть-чуть убрал воды. А французы-то молодцы, да? Помазок это лагуна, эйфория, какой-то гамак между пальмами на Гавайях. Вот так вот прям кожа себя в нем чувствует. Прям, ну, реально по кайфу. Он сочетание нежности и упругости. Я как только этот узел увидел, я загорелся сразу, махом. Вот ничего похожего. Ну так сразу на слуху ты и не скажешь. Но это потом. Это сейчас так просто чуть-чуть коснулся. Но полработы не показывают, когда будет. Тогда уже и поговорим об этом. Итак, станок. Поставил черту. Вот здесь вот такую вот небольшую. И давайте, знаете что, я знаю, что он мягкий, поэтому сразу же сейчас, наверное, на четверть оборота, сразу вот так вот, перпендикулярно и поставим. И посмотрим, что это такое.
пока не понял, но все равно мягко. Так, давайте сейчас, получается, мы 120, 60 градусов поменяем на 120, то есть повернул еще слегонца. Ну это да. Ну это да. Это прям, это ох, когда это прям. Так, ну раз уж тут еще осталась часть щетины, давайте-ка, наверное, я 120, ну пускай будет 180. Вот так, опять на противоположное ребро выйдем. Ну вы сами видите, да? Просто срезает все, просто махом срезает. Но, скажем так, вот 180 градусов, на которые повернул, несмотря на то, что Александр говорил, что 220 способен выдержать этот станок, я бы, наверное, дальше не пошел, хотя да, несомненно, он выдержит, потому что вот я сейчас чувствую, что для меня это уже пограничное по комфорту. А зачем делать себе бобо, когда ты хочешь, чтобы тебе сделали хорошо? Поэтому я, наверное, сейчас отвернул еще 60 взад, ну, в смысле, вертай взад, и пускай остается 120 от базы. То есть вот на 120 закрутили ручку до конца и 120 градусов отвернули. И вот сейчас вот с этим я хочу пойти уже на второй проход. Давай. Пускоджение. Не такое бодрое, но есть. Ты ж такая природа, дай хоть поделиться. Ну вот, хорошо. Ну что, погнали наших городских. Так, вот тут я сейчас чуть-чуть так вот оба все-таки подровняю. Обратили внимание? То есть, ну тут давление отсутствует априори, потому что ну так не давят. Давят это ближе сюда берут. Несмотря на то, что баланс у станка, посмотрите какой, он просто охренительный. Я могу делать вот такие финты, просто держать здесь и просто вести, и он будет просто брить. Вот и все. Ну что ж, по моей довольной физиономии, наверное, вы уже и так
догадываюсь, что здесь происходит. Но, ребят, вы догадываетесь наполовину, на самом деле происходит больше. Пока хорошо. Не будем бежать. Давайте еще один проходик забабашим. Это помазок, которым не хочется останавливаться. Этот помазок, с которым ты не напрягаешься, а именно кайфуешь. Именно поэтому тебе не хочется останавливаться. Это помазок, ну, официально, конечно, для пены, для мыла. Но я его воспринимаю как для души. Вот какой-то вот он такой. Так, ну поехали. Так. Так. Вот здесь пропустил. Еще бы чутка. Ну, это уже в смысле добрить. Ну, тогда уже сразу и так. Все, ребят. Ну а теперь еще все. Теперь компресс и автошейв переполняет, знаю, что сказать, знаю, что компресс, автошейв. И что это было? Не знаю, что это было. Ой, хорошо. Вы знаете, каждый раз, когда с чем-то хорошим сталкиваешься, на душе как-то по-особенному тепло и прям радостно. Ты понимаешь, что могут люди, когда хотят. Когда добревато, в смысле вышаркивал, все-таки шарканул маленько. Ну, до 120 градусов там оно и понятно. В принципе, это нормально. Так, ну что, автошейвик. Жалко, что сейчас не каждый. Так, блин. Ну тут дозатор, конечно, ребята, нужно быть осторожным. Чуть-чуть прощелкаете. С 0. Просто
с 0 поорать. Я даже думаю, минус 10 поорать. Хорошо, просто реально хорошо. Автошейф, муск. Хлопцы, кто має гроши и будете на Алиэкспресс, если кто-то знает за себя уже так вот, кто из старых подписчиков, что на одной волне, там одни вкусовые, дарам-дарам, не пожалеете, берите, вешайте. Ну а кто сомневается, да возьмите сразу 3, что, там еще есть оранжевый, есть еще оригинал. Из 3-то один-то всяко разно выберите. Молодцы, индусы, просто молодцы. От всей души жалею, что не смог сегодня показать розовый крем от Old Spice, от Fulfix'ов. Но другим разом как-нибудь получится. Мыло. Удивлен, потому что, ну, считай, я думаю, что это такие, так это ж это. Помните стук, что упало? Ну, это вот фольга упала. Вначале высохнет, потом я его обратно заверну. Я вообще, честно сказать, не ожидал-то вообще ничего. Не ждал, совсем не ждал. Поэтому и крем приготовил. Я думал, спустя эти десятилетия, что стик простоял в стойле. Но он канолевый, не пользованный. Я думал, там вообще ничего не останется. А на самом деле он еще способен. Да, не совсем, может быть, соответствует сегодняшним критериям, там, по стойкости пены, там, по пышности шапки и прочим. Но, ребят, не забывайте, это все-таки стик, которому уже до лет-то, наверное, больше, чем мне. А мне уже 56. Поэтому все еще в строю, я удивлен. Французы молодцы. Ну и фирма Гипс, не знаю, одноименная ли это. Я думаю, что да, потому что фирма Гипс выпускала не только станки, но еще и мыльно-пузырные. Наверное, даже будет по-другому правильно сказать. Она выпускала не только мыльно-пузырные, то есть там мыло, шампуни, зубные пасты, что-то там еще, но и станки. Скорее всего, это одна и та же фирма. Так что вот редко, когда бывает, что стик и станок в одном наборе. А вот сейчас вот так вот получилось. Спасибо, Константин, спасибо. Ну а что касается станка, я пока на компрессе сидел, сам себе там маленечко так тисочками-то подкрутил, чтобы это, Иванов, ты с эпитетами там поосторожней. Если коротко, лучший косорез из того, что я пробовал. Да, несомненно, есть еще и другие, и те, которые с 2 предыдущего обзора из серии 37, и те, которые и Icon, и те, которые Above the Tie, sorry. Ну и всякие бакелитовые, и фазаны, и прочего. Но ни в одном косорезе я не встречал вот такой гибкости. За что я бесконечно признателен Александру Тернавскому, потому что, если бы не его подсказка, если бы не его вот это вот, то, что он проверил, нашел, узнал и сказал в своей статье на Первом Украинском, я бы так и продолжал его считать мягким станком. Я не люблю мягкие, потому что приходишь с 3-дневной щетиной, и ты хочешь полный BBS, то есть хочешь делать из себя дельфина, а он мне не дает такой возможности. Я просто шкрябаю, и понимаю, что все мои усилия тщетны. Первое, чего я добьюсь, это я просто разворачу себе хохотальник, у меня будет раздражение, у меня будет тут пятна, то есть все, 5-10, но я не уберу все до конца. Поэтому я быстренько сворачиваю и прекращаю. Вот с таким подходом, вот с такой регулировкой этот номер уже не пройдет. Несмотря на то, что Александр в своей статье говорит, что он может до 220 градусов работать, то есть ручку можете откручивать. Вот для меня комфорт, который уже был бы, знаете, вот такой предельный, это вот все-таки 180. Это как на мерку прогресс. Хлопцы тут выворачивают, по самой не балуй, крутят там аж вот так вот. Для меня здесь 5. Все остальное, что можно на нем выкрутить, для меня уже не в зачет, потому что на 5 у меня идет уже вот такая вот вибрация лезвия. Да мне не то чтобы сыкотно, хотя и сыкотно тоже. Да мне уже просто неудобно, некомфортно. Я не бреюсь, а вожу фанерой. Уже это что, бритье что ли? Мне это не камильфо. Здесь пограничная для меня 180. То есть, грубо говоря, все, вот для меня стоп. Просто стоп.
Сегодняшняя история для меня, как знаете, как жизненный урок, что ли, как еще одно подтверждение тому, что каким бы вы себя опытным, знающим, там, со звездой во лбу не считали, не говори, что самый-самый, найдутся самее тебя. Вот. 3 года назад, или сколько там, 4 года назад я побрился, сделал для себя выводы и забыл про него. А оказывается, что к тому же самому инструменту можно подойти несколько иначе, он запоет совершенно по-другому. Ребята, не ведитесь на ту удочку, которую часто мы можем сами себе за подлянку сделать. Вот ты взял что-то, да? Это что-то тебе вот сегодня не понравилось. Ну все фигня, бум, все. И пошел или на Авито где-нибудь продал, или задарил, или еще что-нибудь сделал. Ну а дальше-то что? Всего у тебя этого нет. Бабки выручил, да их потратишь не сегодня, а завтра. А этого-то у тебя уже не будет. А пройдет год, пройдет 2, пройдет 3. Ты, вот где-то у меня было, дай-ка я сейчас попробую. Не попробуешь, ты уже продал. Не ведитесь, не торопитесь распыляться, раздавать, раскидывать, продавать, распродаваться. Пока не узнаете об инструменте все полностью. Я на это уже наступал не раз, не 2 и не 3, а вот с этим станком уже, наверное, и не в 5. Получить тяжелее, чем расстаться. Ну, ситуации разные бывают. В чем мне вас учить? Вы сами мужики взрослые, сами все знаете. И огромная благодарность Александру Тернавскому за то, что он своими знаниями, наблюдениями и прочим делится на страницах наших форумов, как в России, так и на Украине. Ну и лучший, просто лучший. Ребят, в первую очередь, наверное, обращаюсь вот как Ярослав Баринов. Вот у нас таких специалистов много, знатоков, реально знатоков, которые в этой теме как рыба в воде плавают и разбираются. Если кто-нибудь знает, первый ли это СССРовский, были ли до него, или это number one, номер 1. Вот скажите, пожалуйста, потому что очень интересно. Интересно в каком плане? Если это сейчас хрен достанешь, куда бы ты ни пошел, везде будет просто этот open.com, closed.com, то есть прямой. То а те где? А те как? Те, наверное, вообще нифига не достать. Да и ладно достать, хотя бы посмотреть, как он выглядит. Очень же интересно. На этом разрешите попрощаться. Все. Побрился просто великолепно. Ну а раздражение, вот смотрите сами. Мягонько. Добра, счастья, радости. Берегите себя, берегите своих близких. Дай вам Бог здоровья. Пускай у вас всегда все будет хорошо. Ну и до следующего бритья. Следующее бритье. Вместе с Юрием, я думаю, мы вас удивим. Но если не всех 100%, то хотя бы 99%. Потому что настолько это просто, настолько это элементарно. Настолько, я вот как прочитал то, что Юрий написал, я сам, а как ты сам-то не допер? Хотя есть легкое подозрение, что некоторые из нас это уже пробовали, просто молчали, не говорили. Хотя, посмотрим. Вот будет бритье следующее, там и посмотрим. Все, пока-пока. Подписывайтесь на канал. С вами был я, Вадим.